Как говорит Александр Новиков, привет, YouTube! Продолжаем и начнем с косяков. Вот, как вы помните, в прошлой серии делал я вот такие вот детали, окрашивал их. Ну и косяк вот такой. Вот этот вот винт из дерева. Начал сборку. Ну и что, уронил на пол. Где-то с метровой высоты с рук. И вот косяк сразу. Что можно сделать? Еще одну такую деталь. Вот это все оттуда вырезать, вычистить и вклеить новую. Я думаю сделать иначе. С металлическими лопастями. И скорее всего, что я вот этот вот переделаю под такой. Я вот обломал вот эти вот. То все в утиль. Болгаркой просто обычным кругом отрезным по металлу. Вот это вот почистить. Буквально за пару минуток поправил. Покажу наглядно принцип действия. Вот взял просто, пока еще не надевал винт. Крутится вообще легко. Без проблем. Давайте немножко пройдемся по тому, что я тут доработал и как сделал. Ну понятно, окрасил все, склеил, показывал, как я это все изготавливал в первой серии. Ну, кто не посмотрел, вот ссылочку оставлю вот тут сверху, посмотрите. Брал проволочку, проволока стальная, где-то, наверное, диаметр ее до 4 миллиметров. Сверлил 3,5 сверлом, наверное, это троечка. Взял шайбочку и пропаял, чтобы не получалось так, что вес винта довольно такой немалый. И то есть, когда оно будет установлено, оно будет его потихоньку вытягивать. Пропаяно в этом месте, чтобы вот это вот расстояние никогда не изменялось. Подложил шайбочку, чтобы оно хорошо крутилось. Получается, наша ось не уходит в середину. И вот этот вот эксцентрик наш не смещается. Он стоит нормально на одном месте. Плюс-минус там пару миллиметров. Ну то не страшно. И сделал сзади вот задний фиксатор. Тоже пропаял, чтобы наша ось с винтом не вылезла. И пропаял еще на всякий случай вот здесь, чтобы наша тяга маленькая случайно не скинулась туда и не заклинила. Из чего сделать тягу? Старый добрый советский конструктор. Обычный саморез по дереву. И все, прекрасно будет работать. Дальше нужно для этого мужика в красной кофте у нас такое дерево. А вот для этого побольше ель. Конструкция немножко отличается. То есть насквозь не просверлил. Здесь сделал, видите, сзаду. То есть оно его придерживает. А тут сделал маленькое дополнение. Упор тоже из того же конструктора. И пропаял тут. Оно просто заходит в дерево в отверстие. И, ну как бы, назад оно уйти не может. И сюда не может уйти с винтом вместе выпасть. Потому что тут я сделал упор. То есть тут поступил таким образом. Разница в чем? Здесь меньше пайки. Я опять наш металл. И буду изготавливать вот такие вот лопасти. Вот эти лопасти точно будут надежными. Они вклеены. Вклеивал я их таким образом, что прорезь немножко больше, чем толщина самого металла. И брал на клей вот такую вот полосочку, реечку, туда вдавливал со всей силы и подрезал ножом по окружности. Вклеено вообще шикарно. То есть, ну, ему чтобы выпасть, я не знаю, его просто надо обломать. С дерева красиво, ну, как видите, из-за прямых рук мастера винт я все-таки деревянный умудрился сломать. Делаю такие детали 50 на 11. Ну, сейчас еще две. Я думаю, рассказывать, как отрезать кусочек жести и показывать, ну, просто нет смысла.
пройдусь по кругу, чтобы они были одинаковой формы. Я, конечно, не Юра, который баллоны газовые, как семечки, шмаляет. Но с жестянкой я справлюсь. В одном видео смотрел Юркин, там гайку разрезает, держит так руками болгаркой, я был в шоке. А он говорит, да, я баллоны как семечки щелкаю. У нас получилось 4 штуки. Фиксация винта на валу. Ничего не придумывал, не мудрил. Просто взял, сделал изгиб, просверлил дырочку не сквозную и туда просто забил. Подложил 2 прокладки и забил. То есть держится очень даже солидно. Вот. Можно при желании взять краской тут прикрыть, подкрасить. Еще так для разнообразия решил полено, он ее рубит, то есть на пеньке. Не буду окрашивать, специально оставлю так цвет дерева. Как буду вклеивать? Вот, я даже немножко его почистил и немножко еще поверх прокрасил, то есть, чтобы такие изъяны, где я ножиком срезал, не было видно. Как я буду вклеивать? Я не показывал на том. Вот прорезь, вот наша лопасть. Я вставляю, чтобы сзади не цепляло, беру вровень, прорезь немножко больше по толщине. Я беру вот такую реечку, промазываю клеем туда хорошенько и вдавливаю. Вот такой вот кусочек реечки. И клеек. Туда. Так, я сделал небольшую реставрацию того, что закосячил. Нормально, я думаю, неплохо. Итак, друзья, завершающий этап. Вот что у меня получилось. Все перед вами. Все вклеено. Тут ель, тут дерево. То есть все есть. Нюансов, которые я добавил. Хотел сначала гвоздиком маленьким. Не то, понял, что это ненадежно. То есть оно подклинивает, ерунда полная. То есть взял 4 шпильку, нарезал вот кусочки по толщине, сколько нам нужно, закрутил по 2 шайбочки и пропаял. Держится отлично, от вибрации не раскручивается, будет надежно. Как работает, покажу вот от руки, одним пальцем вообще без проблем. Вот. На ветру, если высоко поднять, и вот так он щелкает. Отличается у нас немножко винтами. Как вы помните, винт вот этот я переделывал. Был деревянный, но я его сломал случайно. Ну, это ничего. Заменил такими, это даже будет надежнее. Винты немножко разные. Тут более лопасть такая квадратнее. Пошире, но короче. Тут длиннее, но уже.
Также вот поставил такое бревно, то есть как бы вроде бы он бревно рубит. Вот и все. Вот так. От вас жду обратной связи. Что-то в комментариях напишите. Поставьте лайк, может быть дизлайк. Ссылочки на Инстаграм есть. Еще я завел канал на Телеграме. Тоже ссылочки вы видели в ролике. Под видео все ссылки тоже оставляю. Подписывайтесь, оценивайте. Не прощаюсь. До встречи.